Какое-то время назад на одной из популярных интернет-барахолок мне попалась масленка в числе рекомендованных вещей. Я ее купил, потому что цена была очень низкая, а вещь выглядела как обычная паянная жестяная масленка наливная. Когда я начал очищать эту масленку от загрязнения и прочего, выяснилось, что это вовсе не жестяная. А мне попалась масленка из очень добротной и толстой латуни и спаяна очень хорошим твердым припоем. Посмотрите, какая красота после очистки. Удивление мое было еще больше, когда я ознакомился с ее устройством. Крышка не снималась, пришлось потратить очень долгое время на то, чтобы аккуратно ее снять. Под крышкой находилась вот такая вот штука. Для заправки она смысла не имела, вот этот конус с ограничителем, потому что здесь достаточно большое отверстие. Но она имела смысл для чего-то другого, с чем я разобрался не сразу. На дне, когда я снял крышку, на дне я обнаружил, что что-то лежит. Этим чем-то оказался обрывок фитиля, обычный тканевый фитиль, который используется в керосиновых осветительных лампах. Я потратил некоторое время на изучение информации, выяснил, что это, скорее всего, фитильная лампа, точнее фитильная масленка. Фитиль должен проходить через всю масленку и выходить через носик заливной. Я так и сделал, купил фитиль, вставил его на всю длину и залил небольшим количеством масла. Фитиль можно вставлять еще и сюда, отлично он заправляется. Но немножко неудобно потом использовать эту штуку. Вероятно, он заправляется с каким-то припуском, и потом можно либо доставать, заливать масло и с фитилем этим снова закрывать. Благодаря капиллярному эффекту фитиль быстро насытился маслом, и выяснилось, что можно таким образом смазывать вручную, смазывать поверхности. Если я возьму вот так масленку, возьму вещь, которую мне надо смазать, то можно вот такими движениями наносить слой масла. Причем, я не знаю, будет ли видно на видео, получается, что слой масла наносится, можно сказать, идеально. Идеальный слой масла, идеальная толщина. Масло не капает, оно удерживается на поверхности металла. И расход этого масла чрезвычайно низок. Я не знаю, сколько, уже, наверное, больше 2 лет, как я заправил эту масленку. И с тех пор этот довольно дорогое и деликатное масло, которое рассчитано на смазку направляющих станков, до сих пор там находится. А наливал я очень немного. Эта масленка позволяет мне наносить на довольно деликатной поверхности, естественно, где я могу добраться этим носиком и фитилем, без излишнего загрязнения или перерасхода масла. Продавец выставил эту масленку со следующим описанием. Французская масленка 19 века. Она действительно очень старая. Но обратите внимание, она не выглядит старой, она не выглядит изношенной, испорченной. Она точно такая же, видимо, как в тот день, когда ее сделали и продали кому-то. Ее просто, возможно, ее никто не чистил последние десятилетия, но я-то ее очистил. Посмотрите, какая красота. Ее можно использовать просто как красивую вещь на полке и любоваться ей. Но она еще функциональна. К сожалению, сейчас таких товаров практически невозможно встретить.
А эта вещь без запланированного устаревания. Она может служить и служить десятилетиями, возможно, и столетиями. По прямому назначению каждый день.